В этом видео я расскажу сюжет игры Time Loop Sing Again Beach. И да, мой английский прекрасен. Рассмотрим его геймплей и обсудим, стоит ли эта игра вашего внимания. Всем здорово, с вами Август Плей. Игра представляет из себя нелинейный приключенческий квест от первого лица. Перемещаясь во времени, игрок должен понять, что происходит и как выбраться с острова. Сразу скажу, что ход сюжета тут хаотичен, потому расскажу, как сам проходил. Начинается все со шлюпки. Нас везет Харви и расспрашивает, что мы тут забыли. Мы рассказываем все как есть. Что наш друг Дональд при смерти завещал, чтобы его тушку развеяли во время заката на Черной горе острова обезьян. Но нас поправляют и говорят, что это раньше. Сейчас он называется островом смерти. А также подбадривают, говоря, что имя неказистое у друга. Родителям, видимо, плевать было, как называть чада. После лирического отступления со стороны Харви мы прибываем на остров и нас шлют подальше. Через мгновение мы уже смотрим, как Харви, на серьезных щах, решил закосплеить жмурика. Плюнув на это, мы идем в церковь и находим, точнее, Рут, которая, копаясь в записях, благодарит за совет. Мы же не понимаем, говорим, что она спутала нас, и представляемся. В ответ слышим фразу, что ты дурачок, и дают часы, пожелав попутного ветра. На пляже находим священника с пробитым ухом, как-то не по-православному, который в рясе загорает и жалуется на сушняк, мол, приятель, найдешь мне выпить, любой грех отпущу. Мы же просим его помочь развеять прах нашего друга, но поп не из простых и апеллирует, что это его работа, а любая работа должна быть оплачена. Типа храм ремонтировать нужно. Попрощавшись, находим алтарь. Сообразив соединить компас с часами, нам дают возможность перемещаться во времени, между утром, днем, вечером и ночью. Дальше натыкаемся на водопад. Ух ты, ёпта. Full HD. О боже, это так реалистично. Проходим дальше. Встречаем то ли Таноса, то ли Оуэна Уилсона, я хз. Заходим на алтарь, воруем странный порошок. Ну, реально странный порошок. После встречаем сына молодого человека. Почему они все такие страшные? Что с ним? Он вылез из носка Таноса под кроватью? Что это вообще за продукт брожения белков? Отойдя от эмоциональной травмы, идем на кладбище, где встречаем Мелонию, она же ведьма острова. Сразу диалог не вяжется, да и ей девственник для обряда нужен. Так мы еще за 25-летнего девственника играем. Ясно. Находим рядом лопату, застаем в текстуре, находим маяк, но лестницы у нас нет, хотя это волнует Джека больше, чем стена перед ней. Перемещаемся в ночь, находим на пляже труп Харви, пинаем его ногой и забираем хрест. Так, по-дружески. Далее заходим в бар, где всех колбасят, просто не по-детски. Вон священник зигует. А прожектор вообще с ума сходит. Подходим к поварихе, которая рассказывает, что на острове думали сделать день памяти Харви. Но они вспомнили, что у него был целый склад алкоголя, и что они не так сильно его любили. Попросив чего-то безалкогольного, нам предлагают кокосовый коктейль. Только вот часак она потеряла, который нам нужно найти. На кладбище нашли скелетов, которых не отпустили на тусовку, пошли к привидениям, и тут-то мы встретили вновь нашего Харви, который доволен по уши своим косплеем жмурика, так как смог воссоединиться со своей Пенни. Далее на мосту приветствуем Германа, который предостерегает, чтобы с моста руб-джампингом не занимались. А тут там скалы. Я прям вижу в его лице доброжелательность. В общем, Мазанный наблюдал за привидениями и пытался понять, кто этот второй. Мы-то ему сказали, что это паромник. И он сразу вспомнил, мол, это тот чел, которому он костюм для косплея дал. А то че он тут устроил квартал красных фонарей? Приезжих тут не любят. В конечном итоге мы объяснили ему, что это был единственный способ выбраться с острова. И Герман приуныл, что подставил ровных пацанов. Потому дал ключ от заброшенной хижины, где мы можем примостить свои хлебобулочные изделия на ночь. Вернувшись в день, пошли по какой дорожке заценить наши хоромы. Там взяли лестницу и двинулись дальше к маяку. Но Джон не захотел туда лезть, потому пришлось идти дальше. Возле пляжа на алтаре нашли группу циркачей, которые выполняли опасный трюк в клетке, и балерин с избыточным весом, которые пытались похудеть. Но в целом таки успешно. Земля им пухом. Вспомнив про карту сокровищ, пошли на кладбище. Заглянули по дороге в хибарку ведьме, там мы присвоили себе свиток и нашли стрёмный сундук. Но Джек был не уверен в своих силах, потому оставили его на потом. В итоге нас застукали и пригрозили натянуть кормуншего корабля на зрительный орган, если будем еще ошиваться тут. По дороге наша корма дала трещину. И теперь мы звучим, как скрипучая дверь. Добравшись до клада и насладившись сполна анимацией, получаем награду в виде шляпы и нервного тика.
Возле портала встречаем клона и запарываем сохранение. Начинаем сначала. Встречаем Германа, зачем-то спрашиваем, кто выстрелил из пушки, хотя тот ранее сам нам говорил и ключ от дома в качестве извинения дал. Зачем-то интересуемся, где найти черную скалу, на которой мы уже были. Собственно, Герман радует ответом. Теперь ясно, с каким подходом делали игру. Може, хоч підкажеш, де тут чорна скеля? Підкажу. Вона виглядає як скеля, і вона чорна. И писали диалоги, и делали анимацию, и оптимизировали. И вообще, я уже отдал 150 гривен, так что... По итогу он рассказывает про крест размером с голову, который может открывать потайную дверь в храме. Там мы находим факел, в ночь залетаем на дискотеку, палимся и начинаем сначала. Вновь идем к поварихе, отдаем ей тесак, взамен получаем коктейль, опять палимся, начинаем сначала. Находим алтарь, возвращаемся в утро, по дороге забираем лестницу, находим Харви и просим его отвезти обратно, мол, за нас уже заплачено. Тут смеется над нашими словами и достает тесак. С вопросом, как мы сюда попали. Мы же объясняем, что можем перемещаться во времени, и он привезет нас днем. На что тот утвердительно предложил намотать наши кишки на тесак. Но мы-то сходу говорим: брат, подумай о пении. Он рассказывает, что о ней знает только он и Мич, которому он... Так, чисто случайно провел ножом по шее. Теперь он на дне занимается дайвингом. И все же верит нам, но бесплатно перевозить все равно не будет. В церкви находим священника, который учит молодые умы, но такие мысли хотелось бы забыть. Як сказав Господь, моя прелесть. Днем находим священника на пляже, отдаем коктейль, и тот соглашается развеять прах. Вечером встречаемся с ним, но священник не будет ничего делать, пока не найдем спасательный круг. Мол, опасно тут, друг, смотри, а то еще упадешь. Идем на пляж, находим только зонты с гамаками, по дороге замечаем кого-то на маяке и наконец-то залазим туда. Находим Рут, который рассказывает, что поп тот еще жмот, показывает пещеру и рассказывает про невероятно сложный замок. Щоб ніхто чужий не проник у його схованку, він написав на двері «на себе», хоча вона відкривалася від себе. Найкраще ведмежатники Карибів не могли відчинити такі двері. Идем туда, находим спасательный круг, но нужен другой. Этот, видите ли, не такой, как надо. Упираемся в дверь. Возвращаемся ночью, находим ведьму, ей опять нужен девственник, кидаем ей в суп странный порошок, портим зелье, та называет нас парнокопытным и испаряется под звук козу. Идем в пещеру, встречаем Рут, который жалуется, что тут не все, и это был просто перевалочный пункт. Но за помощь мы можем забрать себе что-то. Куча находим амулет, который похож на тот, что сделала Пенни, и идем к призракам. Как выяснилось, им амулет не нужен. Потом возвращаемся в утро к Харви, расспрашиваем о Пенни, показываем амулет, но походу он ему не нужен. Идем дальше и на кладбище находим Рут, которая нас еще не знает. Советуем ей поискать подсказки в могиле Гайдвуда, та роняет отмычку. По дороге встречаем Пенни и разговариваем с ней. Та рассказывает про амулет, а мы подбадриваем ее, подожди, мол, подруга, до обеда. Дальше опять лезем к ведьме за сундуком, забираем уже тот спасательный круг, возвращаемся вечером на гору. С прахом в руках рассказываем искреннюю речь. Доні був хорошим гравцем у боулінг. Ця людина любила свіже повітря і... боулінг. Доні, який так любив боулінг. И наконец-то развеиваем прах. Внезапно дует морской бриз, и наш друг зовет нас присоединиться к его движу, и мы падаем в воду. Слушаем нравоучение священника. Завжди дотримуйтесь правил техніки безпеки. Внезапно Мазаны достает нас из воды, с надеждой что-то найти в карманах, но мы оказываемся живы и без спасательного круга. Интересно, куда он пропал. Теперь все наши дела сделаны и можно возвращаться домой. Идем к Харви, палимся, ждем первого клона, палимся опять, ждем теперь 2 клонов. После получасового ожидания идем к Харви и отдаем ему амулет. Последний диалог, и мы просим его не вести нас сюда днем. Но Харви все устраивает, ведь он теперь будет с Пенни. В конце нас встречают титры, где автор решил показать, наверное, свою грамотность, написав название страны с маленькой буквы. Что же, вот так заканчивается достаточно проходная игра Swing Again Beach. Могу сразу сказать, что игра своих денег не стоит. Единственное, что выделяется в проекте, это таймлуп, который уже давно не новинка. В озвучке персонажей участвовал сам автор проекта. Она пускай и профессиональная, но крайне халтурная. Людям было глубоко плевать на героев и их эмоции. Они просто зачитывали текст. Анимация во время диалога — это вообще мое почтение. Настолько противоречивая анимация, жесты и позы, что не совсем порой понятно, герой радуется или переживает. Потрібно знайти чорну скелю і когось, хто може мені допомогти. Знаєте,
Я згадав, що багаття забув загасити. А про анимацию ходьбы вообще молчу. Персонажи чисто летают в воздухе. В игре есть пару отсылок на Гарри Поттера и Властелин колец, видимо, чтобы совсем сухо не было. Прикол с 9 и 3/4 был похож на баг, который решили оставить и так обыграть. А отсылку на Властелин колец можно услышать от священника утром. Як сказав Господь, моя прелесть. Музыка и звуки тоже на уровне. Ощущение, что играю в Копатели онлайн. Звуки это вообще отдельные, они максимально неуместные и раздражительные. Звуки песка это ад. Боже, убейте мне этот звук. Такое ощущение, что кто-то сухарики жрет над моим ухом. Не, я про песок буду все время говорить. Это ужасно. Будто бы салфановый пакет над ухом постоянно кто-то шелушит. А то, когда персонаж заглючил и ходьба сопровождалась скрипом, вообще было отлично. Во время монтажа заметил ошибки даже в озвучке и субтитрах. Люди не могут прочитать текст, они там за банку пива работали походу. Так, к примеру, вместо прах все говорят порох. Повів, щоб його порох розвіяли на заході сонця. Повинен розвіяти порох мого друга. Постоянное использование синонимов, сленгов или вообще пропуск слов. А понятие как местоимение вообще отсутствует. Це ваш дім? Я можу все пояснити. Ты Вуду ведьма? В начале диалога герой говорит «ты», потом «вы». Постановка сцен не самая плохая, тут видно, что пытались. По итогу это не похоже на полноценную игру, а скорее проект студента по завышенной цене. Я рад, что в Украине начинают делать игры и всячески это поддерживаю, но если делать такое, то лучше не стоит морать руки. Если вам понравился такой формат, напишите об этом в комментариях, чтобы я знал, делает ли пересказы сюжеты еще. А на этом все. С вами был, как обычно, Август Плей, и до скорой встречи в новых видео.